Вроде все готово к встрече. Женщина глянула в окно, а они, поди, только через час приедут. Надо хоть чай попить, пока горячий. Роза Павловна села за стол на кухне и, прихлебывая чай мелкими глоточками, стала вспоминать свою жизнь, в которой так часто черные полосы меняли белые и наоборот. Лет до 20 она жила с родителями в этой самой трехкомнатной квартире. Затем родила без мужа. Поругали родители, конечно, но затем смирились. Так получилось, что влюбилась, а оказалось, ей поиграли и забыли. Но ребеночка решила сохранить. Замуж так и не вышла, ухаживали за ней мужчины, но у нее уже был любимый сын, который чужим мужчинам не был нужен. Сын вырос, отслужил в армии, а затем начались черные полосы. Сначала умер отец в 65 лет, а вскоре и мама. Любила она сильно своего мужа, не пережила потери. Вот после этого и началась сплошная черная полоса. Сын запил. С чего? Тогда ему всего 22 было. Как она только не старалась избавить его от пагубной страсти, все бесполезно. Непонятные компании, огрызался, забирал все деньги. Иногда неделями не приходил. В первую такую пропажу она его в розыск объявила. Нашли в каком-то притоне. После этого больше, чем на 2 дня не пропадал. На работах не задерживался. Она уже мимо соседей пробегала, не здороваясь, лишь бы не слышать, как ее жалеют. 10 лет длился этот кошмар. И вдруг, в тот день у него была получка. Роза ждала его поздно и пьяного, но сын пришел вовремя и трезвый. Достал из кармана деньги. «На, мама, я ни рубля не истратил. Будешь мне каждый день давать на обеды. Хорошо?» «Стас, родной ты мой!» Руки матери задрожали, из глаз полились слезы. «Не плачь!» Он обнял маму. «Я больше совсем не буду пить». Это был один из самых счастливых дней в ее жизни. Целый год сын не пил, а однажды в субботний вечер входная дверь открылась, и вошел сын, подталкивая перед собой молодую скромную женщину. «Мама, знакомься, это Светлана». Повернулся к своей подруге. «Это моя мама, Роза Павловна». «Очень приятно», — улыбнулась девушка. «Ой, что же вы не предупредили?» Растерялась хозяйка. «Я хоть бы что-нибудь сготовила. Проходите в комнату, сейчас приготовлю». И хозяйка бросилась на кухню. «Мама, мы торт купили», — радостно произнес сын и вместе с гостьей последовал за матерью. «Вы, наверное, и кушать хотите», — суетилась та, доставая из холодильника продукты. «Сейчас что-нибудь сварю». «Мама», — обнял ее за плечи сын, «сейчас нарежем колбасы и сыра, разрежем торт, и хватит». Сын набрал в чайник воды и поставил на газовую плиту, а девушка предложила: «Давайте я нарежу». «Зачем?» — пыталась возразить хозяйка. «Ты же наша гостья». «Нарезай, Светлана!» — весело воскликнул сын. Чувствовала Роза, что не просто так привел сын эту девушку, и так хотелось расспросить ее обо всем. Едва они сели за стол, она и задала первый вопрос. «Светлана, вы со Стасом вместе работаете?» «Да», — удивленно произнесла девушка. «Роза Павловна, вы проницательный человек». «Мама, мы тебе не сказали главного». Сын направил разговор в нужное русло. «Мы завтра идем подавать заявление в ЗАГС». У матери слезы из глаз полились от радости. «Какие вы молодцы!» «Мама, мы после свадьбы здесь первое время поживем?» «Конечно, конечно. У нас 3 комнаты, всем места хватит». Сын женился. Справили свадьбу, хоть и скромную, но все же душевную. Светлана сразу стала называть свекровь мамой.
ведь она была детдомовской. Мамы у нее никогда не было. Счастливая Роза Павловна с нетерпением ждала внуков, но невестка целый год не могла забеременеть, мучилась из-за этого, но Роза Павловна ее приободряла. «Всему свое время, Светочка, потерпи. Видимо, сейчас еще не время». Знала, что такие слова мало утешали, но лучше, чем ничего. А затем началась для матери самая черная полоса в жизни. В тот вечер сын пришел с работы поздно и сильно пьяный. Бормоча что-то себе под нос, он с трудом дошел до спальни и рухнул на кровать. Мать с невесткой испуганно смотрели друг на друга, чувствуя, что их счастливая жизнь закончилась. И она действительно закончилась. Стас стал выпивать все чаще и чаще. Его выгнали с работы. После этого трезвым его уже не видели. Стал просить деньги на водку у жены и матери, затем отбирать. Женщины всегда заступались друг за друга. Тогда он стал распускать руки, а они вместе старались дружно дать ему отпор, образумить. Но с каждым днем становилось все хуже и хуже. Светлана спала уже в другой комнате, постоянно вздрагивая. И в тот момент была рада, что у них нет детей. Видимо, правда свыше все знают лучше. Так продолжалось год. В то утро Светлана проснулась рано с каким-то тревожным предчувствием. Что-то Стас сегодня всю ночь спокоен. Обычно по несколько раз за ночь встает, не дает никому спать. Осторожно зашла в его комнату, тут же с криком выбежала. «Мама, Стас умер!» Сына похоронили. 3 дня лили слезы его мать и жена. Немного успокоились и даже почувствовали какое-то облегчение, словно кончилась, казалось, бесконечная каторга. Хоть и нехорошо так думать, но так и было. После того, как справили 9 дней, Роза Павловна сказала своей невестке: «Светлана, ты мне уже дочерью стала. За 2 года все радости и невзгоды с тобой пережили. Ты не уходи никуда, живи здесь. Квартира у нас большая, не стесним друг друга, а вместе все же лучше, ведь никого у меня кроме тебя не осталось». «Спасибо, мама», – произнесла молодая женщина и обняла свою свекровь, действительно уже ставшую мамой. Не сможет она ее оставить, ведь тоже единственный на свете близкий человек. Через год очередной поворот судьбы – пенсия. Конечно, еще можно поработать, не из-за того, что денег не хватает. Они с невесткой вдвоем так и жили, обе работали. Страшно перед одиночеством, которое неизбежно должно наступить. Замуж, коль никто за 30 лет не взял, теперь уж никто и не возьмет. Родственников никаких нет, кроме невестки, а той всего 29 лет через неделю исполнится. Не верилось, что та всю жизнь с ней проведет. Поди и свою семью создать надумает, и останется Роза Павловна одна. Так мечтала, что выйдет на пенсию, будут внуки. Да уж какие теперь внуки! Не с кем будет вечерами словом перекинуться. Пройдет лет, пусть даже 20, сляжет, воды подать некому будет. А пока она размышляла, открылась входная дверь. Пришла с работы невестка. «Мама, я в магазине свиных ребрышек купила. Давай борщ сварим. Наваристый-наваристый. Ты пока мойся, а я мясо поставлю». «А что у тебя глаза красные?» Обратила внимание невестка. «Опять о чем-то плохом думала?» «Ой, доченька, мысли сами в голову лезут. Не будешь ведь ты всю жизнь со мной, старухой, жить». «Ну о чем ты думаешь? Тебе всего-то ничего. Ты, как на пенсию пошла, у тебя мысли такими грустными стали. Жизнь-то прошла. Все, мама, иди ставь мясо». Улыбнулась Роза Павловна и пошла на кухню варить мясо, а сама думает: может, и не бросит меня Светлана. Прожили они вдвоем с невесткой еще год, и стала замечать Роза Павловна, что та на работе часто задерживается и в выходные куда-то исчезает. Говорит с подругами:
а сама глаза прячет. А однажды вечером открылась входная дверь, и Светлана вошла с мужчиной. «Мама, познакомься, это Тимофей». Ёкнуло сердце у женщины, а невестка повернулась к мужчине и произнесла: «Это моя мама, Роза Павловна». «Проходите». Попыталась хозяйка улыбнуться, но у нее не получилось. На ватных ногах направилась она на кухню, поставила на газ чайник. Тут и невестка, проводив гостя в комнату, пришла к ней. «Мама, ну что ты, расстроилась?» «Все в порядке, доченька». И смахнула слезинки с глаз. «Все, успокойся, сядь на стул, а я пока сама все приготовлю. За столом обо всем и поговорим». Села Роза Павловна и смотрела, не отрываясь, как невестка готовит. Тяжело вздыхала, когда она с очередной тарелкой уходила в комнату. Казалось, что вновь жизнь рушится. Светлана зашла на кухню. «Мама, пошли». «Сейчас, умоюсь», и направилась в ванную комнату. Когда все сели за стол, Светлана сообщила: «Мама, мы с Тимофеем решили пожениться». «Я понимаю», — покачала головой Роза Павловна. «Ты только не расстраивайся, мы будем к тебе в гости приходить». «Ладно», — вяло ответила хозяйка и вдруг спросила: «А где жить будете?» «Здесь, недалеко, всего 3 остановки. У Тимофея однокомнатная квартира». «Тесно поди будет». «Мы накопим и купим 2-комнатную», — оптимистично заявила Светлана. «Хорошо». Женщина отвечала, не вдумываясь в свои слова, делала все автоматически. Несколько минут все молча ковырялись в своих тарелках. И вдруг глаза Розы Павловны загорелись. «А вы живите здесь, места всем хватит». Молодые удивленно посмотрели друг на друга. «Ой, пойду горяченького принесу». Хозяйка встала и направилась на кухню. Она понимала, что молодым надо поговорить друг с другом. Также понимала, что ответ, скорее всего, будет отрицательным, и она останется одна. Слезы потекли из ее глаз. Она так и стояла, пока не зашла Светлана. «Мама, ты что, опять плачешь? Бери тарелки. Пошли». Расставили тарелки. «Тетя Роза», — вдруг произнес мужчина, до сих пор молчавший, «я знаю, как сильно вас любит Светлана, и вижу, как сильно вы любите ее. Давайте, правда, вместе поживем. Сам я тоже детдомовский. О такой маме, как вы, только мечтать мог». Молодые поженились. Уже год они живут вместе. Тимофей оказался хорошим зятем. А сегодня Роза Павловна вновь подбежала к окну и вскрикнула: «Приехали!» Из машины, остановившейся возле подъезда, вышла Светлана и Тимофей с малюткой на руках. Хозяйка бросилась в ванную комнату, помыла руки с мылом, бросилась в прихожую, открыла дверь. Вошел Тимофей, улыбнулся. Следом Светлана, тоже с радостной улыбкой на лице. Мужчина попытался снять ботинки. «Дай мне!» Потянулась Роза Павловна к младенцу. «Держи, мама!» Протянул Тимофей сверток. Женщина взяла этот кулечек на руки, открыла личико. Нахлынули какие-то давно забытые чувства. Застучало сердце, и на глазах появились слезы радости. «Как девочку назвали?» «Роза», — улыбнулся мужчина. «Будет теперь у нас в семье 2 Розы». Старшая Роза прижала к груди малютку, а слезы радости ручьем текли из ее глаз, ведь теперь у нее есть внучка. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.